Сначала никто не понял, что происходит. Рыбаки на побережье слышали шум и крики чаек, но когда они обернулись, перед их глазами открылась сцена, которую невозможно забыть. Стая дельфинов, около 20 особей, стремительно двигалась к берегу, будто выталкивая что-то огромное и тяжелое. Вода вздымалась белой пеной, а сами животные издавали пронзительные звуки, словно торопили людей обратить внимание. Люди бросились к воде. Кто-то подумал, что дельфины гонят косяк рыбы, другие, что животные запутались и ищут помощи. Но когда силуэт в мутной воде стал вырисовываться отчетливее, сердца у всех замерли. Это было не похоже ни на рыбу, ни на обломки лодки. Что-то темное, вытянутое и странно неподвижное приближалось к песчаному берегу. Один из рыбаков, мужчина по имени Алексей, первым решился подойти ближе. Он заметил, что дельфины ведут себя не как обычно. Они не играли, не охотились, а будто охраняли находку, удерживая ее от того, чтобы снова утонуть. Вода вокруг бурлила, и казалось, что сами дельфины понимают – это не просто случайность. Когда волна откатилась, предмет ударился о песок. Люди инстинктивно попятились. Перед ними лежало массивное серое тело. Сначала казалось, что это огромная туша морского животного, но затем все заметили детали, от которых по спине пробежал холод. На коже были странные глубокие отметины, будто следы от сетей или канатов, а рядом металлические обломки, словно от какой-то конструкции. Кто-то закричал, что это кит, выбросившийся на берег, но сомнения росли. Тело выглядело слишком худым для кита, с непропорционально длинными плавниками. Женщина, которая приехала сюда из ближайшего поселка, произнесла дрожащим голосом, что такое она видела лишь раз, когда в их регион несколько лет назад прибило к берегу мертвого кашалота. Но этот гигант был другим, слишком странным. Местные начали звонить в службу спасения животных, кто-то вызвал полицию, толпа росла, люди снимали происходящее на телефоны. Но дельфины не уходили, они кружили у самого берега, будто контролируя, чтобы находка осталась на... Такое поведение ученые называют необычным. Дельфины часто приходят на помощь людям, но чтобы целая стая вытолкнула на берег мертвое или раненое существо, такого почти не фиксировалось. К моменту, когда специалисты прибыли на место, люди уже заметили новое. От тела исходил едва уловимый запах химии. Один мужчина сказал, что чувствует в воздухе что-то похожее на горелое топливо. Тогда возник вопрос: если это морское животное, почему от него пахнет, как от утонувшего мотора? Толпа замерла. Все ждали, что скажут эксперты. Но когда ветер слегка сдвинул песок и обнажил под тушей еще один обломок, блестящий кусок металла с маркировкой, которую никто не смог сразу прочитать, стало ясно. Находка может оказаться вовсе не просто телом животного. И именно в этот момент один из дельфинов, самый крупный, вдруг подпрыгнул у самого берега и с силой ударил хвостом по воде, словно предупреждая людей. Что же они пытались показать? Когда первые специалисты подошли ближе, напряжение в толпе стало почти невыносимым. Все ожидали услышать простое объяснение. Мертвое животное? Несчастный случай. Может быть, кит или дюгонь? Но эксперт по морским млекопитающим, пожилой мужчина с сединой в волосах, наклонился и бдычки замер. Он даже не дотронулся до туши, просто долго смотрел, затем поднял голову и тихо сказал, что это не кит. Эти слова вызвали шепот и суматоху. Люди потянулись ближе, снимая все на телефоны. Некоторые начали спорить. Кто-то уверял, что это экспериментальное судно, упавшее в море. Другие настаивали. Перед ними неизвестный вид морского животного. Но запах химии и странные металлические обломки рядом опровергали обе версии.
Когда тушу попытались осмотреть с другой стороны, то увидели глубокий разрез на брюхе. Он был ровным, словно сделан лезвием или тросом под высоким давлением. Кожа вокруг выглядела обожженной. Эксперт нахмурился. Такие повреждения не характерны для столкновений с пропеллером судна или для сетей. Это выглядело как следы чего-то искусственного. Дельфины тем временем вели себя еще более беспокойно. Они плавали кругами, то приближаясь к людям, то вновь возвращаясь к воде. Несколько раз казалось, что они пытаются отогнать толпу, но при этом не уплывали, словно им было важно, чтобы люди продолжили смотреть и разбираться. Такое поведение уже становилось мистическим. Через некоторое время полиция оцепила место, и к туше допустили только специалистов. Один из них заметил кусок обшивки, застрявший в плавнике. На нем были следы ржавчины и нечеткие буквы латиницей. Кто-то произнес, что похоже на фрагмент старого оборудования. Но тогда вопрос, почему оно оказалось в теле животного? И тут неожиданность, когда тушу попытались перевернуть, чтобы изучить повреждения снизу. Раздался металлический звон, толпа вздрогнула, внутри тела что-то звякнуло. Это не мог быть обычный камень или кость. Эксперты переглянулись. Похоже, внутри находился предмет, сделанный человеком. Один из специалистов осторожно сказал, что подобное иногда случается, когда животные заглатывают мусор, попавший в океан. Но звук был слишком отчетливый, словно от металлического контейнера. Тогда возникла новая догадка. Возможно, перед ними животное, которое погибло, проглотив нечто опасное. Толпа напряглась, люди начали отходить назад. А ветер тем временем усилился. Из туши слетела еще одна полоса песка, обнажив цары и буквы на металлическом фрагменте. Это были не просто случайные отметины, там явно читалась маркировка. И когда ее, наконец, вслух произнес один из специалистов, стало ясно, находка имеет отношение не к морским животным, а к военной технике. В этот момент один из рыбаков заметил, что дельфины резко изменили поведение. Они начали уходить вглубь, но делали это неспокойно, метались, издавая тревожные звуки. Будто знали, что дальше люди увидят то, к чему никто не готов. Когда специалисты наконец приблизились с инструментами, чтобы вскрыть тушу и достать то, что звенело внутри, толпа замерла в ожидании. Каждый понимал, если это металл, значит, история гораздо серьезнее, чем просто выброшенное морем тело. Но никто не ожидал, что они увидят дальше. Разрез был сделан аккуратно, под контролем ветеринаров и спасателей. И через несколько минут из тела действительно достали тяжелый предмет. На солнце блеснула ржавая, но все еще цельная металлическая капсула цилиндрической формы. Люди ахнули, некоторые начали снимать крупным планом. Капсула была размером с канистру и имела четкие заводские отметки. Но самое страшное заключалось в том, что на ней красовался символ радиационной опасности. В толпе поднялся крик. Женщины с детьми поспешили отойти подальше. Полиция потребовала немедленно отступить на безопасное расстояние. Эксперты вызвали специалистов по радиации, ведь ситуация внезапно обрела совершенно иной масштаб. Но тут возник новый вопрос. Как подобный объект оказался внутри животного? Эксперт осторожно предположил, что дельфины специально вытолкнули его на берег, потому что животное было уже мертвым, а капсула внутри представляла угрозу для всего морского пространства. Иначе объяснить их необычное поведение было невозможно. Пока люди ждали приезда радиологов, несколько стариков из ближайшей деревни начали вспоминать давние слухи. Один из них сказал, что еще в 80-х в этих водах действительно проводились военные испытания. Тогда в море могли сбрасывать оборудование, которое никто не должен был видеть. И если эти капсулы действительно остались на дне, то неудивительно, что однажды они могли попасть в организм морского животного. Но странность заключалась в другом. На капсуле
Несмотря на ржавчину, было видно, что она не пролежала десятки лет под водой. Металл выглядел относительно свежим, будто его сбросили совсем недавно. Это вызвало шок у специалистов. Толпа уже бурлила догадками. Кто-то сказал, что это секретные отходы. Кто-то обвинял военных в сокрытии. Другие говорили, что подобное могло быть результатом аварии, о которой просто не сообщили людям. Но больше всего тревожило то, что дельфины вели себя так, будто пытались предотвратить беду. И в этот момент один из очевидцев, парень с камерой, заметил еще одну деталь. Вдали на горизонте стояло судно. Оно не двигалось, просто тихо зависло в воде, как будто наблюдало. Когда люди обернулись в ту сторону, судно резко повернуло и медленно пошло прочь. Никто не понял, кто это был и почему корабль исчез именно в тот момент, когда на берегу раскрыли капсулу. Вопрос повис в воздухе. Случайность ли это, или кто-то все это время следил за находкой? С каждой минутой ситуация становилась все более напряженной. Спасатели, пытаясь успокоить толпу, окружили находку и запретили кому-либо приближаться. Вскоре подъехала машина с дозиметристами. Люди замерли, ожидая услышать самое страшное. Приборы засвистели почти сразу, как только специалисты направили их на капсулу. Фон был повышен. Не смертельно опасный, но достаточно высокий, чтобы стало ясно. Это не обычный кусок металлолома. Толпа загудела. Кто-то крикнул, что море отравлено. Кто-то начал ругать власти, а несколько молодых парней и вовсе заявили, что это доказательство тайных сбросов радиоактивных отходов. Но эксперты торопились убрать предмет, пока не распространилась паника. Его аккуратно поместили в специальный контейнер, и именно тогда внимание переключилось обратно на тушу. Один из ветеринаров сказал, что это морское животное, скорее всего, кит или его близкий родственник, погибло именно из-за капсулы. Внутри обнаружили сильные внутренние повреждения, как будто организм разъедало изнутри. Этот вывод ошарашил всех. Получалось, что человек стал причиной смерти гиганта, пусть и косвенно. Но почему именно дельфины так настойчиво вытолкнули его на берег? Один морской биолог осторожно высказал гипотезу. Дельфины могли чувствовать излучение. У многих морских животных есть сверхчувствительность к звукам, вибрациям и даже магнитным полям. Возможно, они поняли, что их сородич погиб неестественной смертью, и решили показать людям источник опасности. Это было похоже на акт сознательной передачи информации. Толпа слушала, не веря своим ушам. Одно дело видеть умные трюки дельфинов в океанариуме, и совсем другое — представить, что они могут действовать как спасатели, буквально предупреждая людей о радиационной угрозе. Но поведение стаи не оставляло сомнений. Животные вели себя не случайно. Тем временем в толпе начали появляться новые слухи. Несколько рыбаков уверяли, что видели подобные капсулы. И раньше, когда сети вытаскивали что-то тяжелое со дна, тогда они не понимали, что это. Но теперь стало ясно. На дне, возможно, хранится целое кладбище подобных контейнеров. В этот момент один из специалистов по радиации сказал фразу, которая повергла всех в ступор. «Судя по маркировке, капсула была изготовлена не у нас. Она принадлежала другой стране». Толпа зашумела, начались крики и споры моря. Одни утверждали, что это следствие международных военных операций, другие обвиняли собственные власти в сокрытии. Но спор оборвался сам собой, когда один из рыбаков вдруг заметил. Дельфины, те самые, что вытолкнули тушу, больше не кружат у берега. Они резко ушли в сторону открытого моря. Все проследили взглядом. И там, вдали, над горизонтом, снова показалось то самое судно, которое все уже видели раньше, только теперь оно было ближе. И вдруг раздался звук, похожий на гул двигателя. Судно стало быстро приближаться к берегу, будто торопясь что-то забрать.
Когда судно стало заметно приближаться, у людей на берегу по спине пробежал холодок. Толпа начала отступать, кто-то кричал: «Детям убегать к дороге!». Полиция встала цепью, но было очевидно, если это действительно военное или научное судно, обычные патрульные его не остановят. Специалисты с контейнером, в котором находилась капсула, начали спешно грузить его в автомобиль с защитой. И именно в этот момент судно дало сигнал. Короткий, пронзительный, как сирена. Казалось, что это предупреждение. Но кому? Толпе? Полиции? Или это был знак своим? Все взгляды вновь обратились к морю. Люди надеялись, что дельфины еще здесь. И неожиданно стая вновь появилась. Они шли плотным строем и буквально пересекли путь судну, создавая стену из собственных тел. Секунды тянулись как вечность. Металлический гигант медленно двигался, а дельфины, казалось, не собирались отступать. Толпа на берегу наблюдала в абсолютной тишине. Никто не верил своим глазам. Животные противостояли кораблю, так же, как ранее вытолкнули на берег погибшего сородича. И в этот момент судно резко изменило курс. Оно повернуло в сторону открытого моря и стало уходить прочь, будто отказавшись от попытки приблизиться. Люди загудели, кто-то даже заплакал. Казалось невероятным, стая дельфинов сумела отогнать корабль, защитив берег и тех, кто стоял на песке. Позже эксперты долго спорили, что именно произошло. Одни утверждали, что корабль испугался огласки и камер очевидцев. Другие говорили, что животные каким-то образом знали о скрытой угрозе и намеренно вмешались. Но факт оставался фактом. Без дельфинов люди вряд ли узнали бы правду о том, что находилось именно внутри погибшего гиганта. Капсулу увезли в закрытую лабораторию, о ее судьбе до сих пор официально не сообщают. Но местные рыбаки теперь часто рассказывают, что на том самом побережье снова и снова видят дельфинов, будто они продолжают охранять эти воды. А люди, которые были свидетелями событий, запомнили навсегда. Иногда природа сама предупреждает нас о том, что мы не должны скрывать. И если прислушаться, можно увидеть то, что иначе так и осталось бы тайной. Если вы хотите узнать еще больше о подобных реальных и шокирующих историях, подпишитесь на наш канал. Здесь вы услышите то, что обычно стараются скрыть от глаз общественности. Земле, ведь иногда правда всплывает на поверхность самым неожиданным образом.